Добро пожаловать на мой канал, мои замечательные пассажиры. За рулем, как всегда, металл на колесах. И начну со слов благодарности всем тем, кто смотрит мои видео и поддерживает меня лайком. Спасибо вам. А мы двигаемся дальше и посмотрим на начало новой эры от Audi. Все пристегнулись? Газпол, поехали! В ноябре 2018 года в Лос-Анджелесском автосалоне зажгла звезда по имени Audi e-tron GT. Спустя немногим больше 2 лет автомобиль стал серийным. Самое интересное, что на пути к конвейеру седан практически не изменился. Немного иные ручки дверей, более крупные зеркала заднего вида и небольшие изменения в дизайне бамперов, но основная часть осталась неизменной. Компания Audi прозвали премьеру электроседана громким заявлением «Начало новой эры» в истории марки. Но на самом деле e-tron GT представляет собой знакомый и известный Porsche Taycan. Оба автомобиля созданы на платформе J1, которая элементами шасси унифицирована с Panamera и имеют похожие узлы и агрегаты. Колесная база у двух электромобилей одинаковая и составляет 2900 мм. Впрочем, и габаритные размеры очень близки. Длина седана e-tron GT 4989 мм, ширина 1964 мм, высота 1414 мм. Электромобиль имеет активные заслонки воздуховодов для охлаждения тормозов, которые открываются только при необходимости. И все же коэффициент аэродинамического сопротивления 0,24 вместо 0,22 у родственного Porsche. Впрочем, резерв для улучшения еще есть. Например, e-tron GT пока лишен опционных камер вместо зеркал заднего вида, которые есть у кроссоверов Audi e-tron. Невзирая на силуэт с покатой крышей и коротким хвостом, e-tron GT это именно седан с безрамочными дверьми и маленькой крышкой багажника. Объем отсека 405 литров или 366 литров, если установлена продвинутая система Bang & Olufsen. Есть и передний багажник, но скромный, всего на 85 литров. На выбор предложены колеса диаметром 19, 20 или 21 дюйм. Седан представлен в двух версиях и обе с двумя моторами и полным приводом, хотя кроссоверы e-tron уже хвастаются трехмоторным вариантом. Базовый e-tron GT имеет передний двигатель пиковой мощностью 238 лошадиных сил и задний на 435 сил, причем сзади, как и у Taycan, установлен двухступенчатый редуктор. Однако просто сложить эти два параметра пока нельзя. Совокупная мощность ограничена электроникой, которая может плавно регулировать нагрузку обоих двигателей. В итоге максимум это 476 лошадиных сил и 630 ньютон-метров в стандартном режиме. А если активировать лаунч-контроль, то за 2,5 секунды отдача вырастает до тех же 530 лошадиных сил и 640 ньютон-метров, что у модели Porsche Taycan 4S. Ступенькой выше стоит Audi RS e-tron GT, первая электрическая RS-ка. Передний электромотор у нее точно такой же, а задний выдает 456 лошадиные силы. Принцип управления тот же, поэтому совокупная отдача в номинальном режиме 598 лошадиных сил и 830 ньютон-метра, а лаунч-контроль кратковременно повышает мощность до 646 лошадиных сил, не меняя крутящий момент. Porsche Taycan Turbo с параметрами 680 лошадиных сил и 850 ньютон-метров остался недосягаемым. Обе модификации седана Audi имеют одинаковую тяговую батарею емкостью 93 кВт-час, из которой эффективно используется 85 кВт-часов. Паспортный пробег на одной зарядке по циклу WLTP 487 км у базовой версии и 472 км у RS-ки. При этом, как и Taycan, Audi имеет 800-вольтовую электросистему, что обещает быструю зарядку аккумулятора. От станции постоянного тока мощностью 270 кВт, напряжением 800 вольт, можно принять заряд для броска на 100 км всего за 5 минут, хотя полная зарядка все же займет гораздо дольше, чем 25 минут. Базовый Audi e-tron GT может разогнаться до сотни за 4,1 секунды. Максимальная скорость 245 км. У него адаптивная пружинная подвеска, самоблокирующийся задний дифференциал.
У версии Audi RS e-tron штатно установлена пневматическая подвеска с трехкамерными баллонами. Дорожный просвет регулируется в диапазоне 42 мм и электронно управляемый задний дифференциал, хотя все это можно заказать и для начальной модификации. RS может разогнаться до сотни за 3,3 секунды и набрать 250 км из-за электронного ограничения. За доплату оба варианта можно оснастить углерод-керамическими тормозами и полноуправляемым шасси. Задние колеса могут отклоняться на скромный угол до 2,8 градусов. При этом на скорости до 70 км в час они поворачивают в противоположную сторону с передними, улучшая маневренность, а после 80 км в час в ту же сторону, повышая стабильность. Любопытно, что в оформлении интерьера разработчики снизили градус футуризма. Если современные Audi имеют полностью сенсорную центральную консоль, то у седана e-tron GT традиционный кнопочный пульт климат-контроля. Впрочем, без экрана все равно никуда. Для приборов установлен дисплей на 12,3 дюйма, у медиасистемы тачскрин с диагональю 10,1 дюйм. А еще есть проекционный экран. Среди опций заявлены адаптивный круиз-контроль, система автопарковки с дистанционным управлением, матричные светодиодные фары и лазерно-люминефортный дальний свет, включается на скорости более 70 км в час. А еще есть система озвучки, которая наделяет электромобиль синтезированным голосом, похожим на звук машин с двигателем внутреннего сгорания. Причем у RS-версии она установлена штатно. А на этом все, мои дорогие пассажиры. Чтобы не пропустить следующее видео, не забудьте подписаться на канал, поставить лайки и прожать на колокольчик. Чем больше вы смотрите видео, тем больше я их буду готовить. За рулем был Металл на колесах. До новых встреч!